Привет, друзья! Это Анна. Я преподаватель русского языка из Нью-Йорка. Я очень рада видеть вас на своем канале. Как вы знаете, 9 мая в России и в некоторых странах бывшего Советского Союза отмечают День Победы. День Победы – один из самых важных праздников для многих людей в наших странах. Это день окончания Великой Отечественной войны. И сегодня я хочу рассказать вам про один из важных элементов, который помог людям прийти к этой победе. Мы будем говорить с вами про пропагандистские и агитационные плакаты, которые очень-очень широко использовались во время Второй мировой войны. Во время войны пропаганду и агитацию называли Третьим фронтом. Предполагалось, что Первый фронт – это фронт, где непосредственно проходят сражения. Второй фронт – это тыл, а Третий фронт был пропагандой. И немецкие и советские агитаторы сражались друг с другом изо всех сил. И, наверное, можно смело сказать, что агитационные плакаты – это один из элементов, который помог людям прийти к этой победе. Война пришла в Советский Союз 22 июня 1941 года. В первые же дни появился, например, такой плакат, как «Беспощадно разгромим и уничтожим врага», который нарисовала группа художников под названием «Кукрыниксы». Или, например, плакат «Наше дело правое, победа будет за нами» художника Серова. Но символом начала войны, символом лета 1941 года все-таки стал плакат «Родина-мать зовет». Его создал художник, которого звали Ираклий Таидзе. И история создания этого плаката очень интересная. В день начала войны, 22 июня 1941 года, художник находился в своей мастерской и работал над созданием иллюстраций к одной очень известной книге. Но вдруг в его мастерскую вбежала его жена, которая только что услышала сообщение о начале войны. И она закричала «Война! Война!». И, наверное, что-то такое было в ее позе, такие эмоции отразились на ее лице, что художник сказал «Замри». Он схватил бумагу, карандаш и начал делать наброски. И через несколько часов появился плакат, которому суждено было мотивировать людей на протяжении всей войны. Давайте внимательно посмотрим на этот плакат. Несмотря на то, что для этого плаката позировала жена художника, портретного сходства он избежал намеренно. Его жена была молодой женщиной. В тот момент ей было около 35-36 лет. И она была грузинкой. Но если вы посмотрите на плакат, вы увидите, что Родина-мать намного старше, и у ее лица славянские черты. И художник сделал это намеренно, потому что на фронт уходили не только молодые мальчики, но и мужчины гораздо более старшего возраста. И провожали их не только молодые матери, но и женщины более зрелые. И Родина-мать стала славянкой, чтобы каждый из солдат, которые уходили на фронт, мог узнать в ней свою мать. Посмотрите на ее позу. Да? Она призывно вскинула руку и просит своих сыновей, чтобы они встали на ее защиту. А в другой руке она держит текст военной присяги. В первые же дни войны этот плакат был напечатан тиражом в 1 миллион экземпляров. И уже через несколько дней было напечатано еще 5 миллионов. Этот плакат был повсюду. Он висел на площадях больших городов, он висел на вокзалах, в зданиях военкоматов. Его печатали в маленьких форматах, и солдаты брали его с собой на фронт, хранили его в нагрудных карманах и с ним шли в бой. Он вдохновлял, мотивировал и напоминал им, что они сражаются за свою родину, что они защищают свой родной дом. И этот плакат неразрывно связан с еще одним символом Великой Отечественной войны, с песней, которая называется «Священная война». Эта мелодия, эта песня была написана тоже в самые первые дни войны. И давайте мы послушаем эту песню, и мне кажется, вы поймете, почему этот плакат и эта мелодия для многих советских людей слились воедино и стали главными символами войны. Первый год войны был очень тяжелым для Советского Союза.
Армия терпела поражение, отступала, и в такие моменты было очень важно не поддаться унынию и сохранить боевой дух. Поэтому в газетах ничего не сообщалось о поражениях армии. Там писали только об отдельных личных победах. И плакаты этого времени отражают эту необходимость собраться, поднять боевой дух людей. Если мы посмотрим на плакаты этого периода, мы увидим, что очень часто там используются слова «отстоим» и «освободим». «Отстоим Москву», «отстоим Кавказ», «освободим Белоруссию». Еще одна тема, которая отражалась на плакатах тех лет, были страдания и мучения народов. Потому что фашисты, захватывая советские территории, очень плохо обращались с местным населением, очень многие люди погибли в это время. И поэтому на плакатах отражаются боль и страдания, которые испытывали люди. Вот один из самых известных плакатов всей Великой Отечественной войны. Он называется «Боец Красной Армии, спаси». На этом плакате мы видим мать, которая прижала к себе своего ребенка и защищает его от штыка нациста, от окровавленного штыка. И этот плакат тоже является одним из самых главных символов этой войны. Его печатали тоже огромными тиражами, и он вдохновлял солдат на то, чтобы бороться с завоевателями. Очень часто на плакатах изображались карикатуры на Гитлера, на немецкое командование. Особенно в этом преуспела группа художников, которые называли себя кукрыниксы. Это странное название на самом деле аббревиатура. Это первые слоги их фамилий, которые сложены вместе. Куприянов, Крылов, Соколов. Давайте посмотрим на несколько их плакатов. Один мы уже видели в самом начале. Я хочу показать вам еще два. Первый называется «Превращение фрицев». На этом плакате мы видим немецких солдат, которых Гитлер, немецкое командование отправляют на фронт. И постепенно они превращаются сначала в германские кресты, а потом уже в кресты поминальные. Таким образом, советская пропаганда говорила им о их несчастливой участи, которая ждет их в боях с советскими войнами. Второй плакат, вторая карикатура на Гитлера называется «Потеряла я колечко». Здесь мы видим Гитлера, который изображен в русском народном платке. Название этого плаката «Потеряла я колечко» на самом деле является первой строчкой из довольно известной русской народной песни. И в этой песне девушка поет о том, что она потеряла колечко, потеряла любимого, потеряла свою любовь. Аналогия заключается в том, что Гитлер потерял 22 своих дивизии под Сталинградом. То есть он потерял примерно 330 тысяч своих солдат, которые были окружены в кольцо под Сталинградом. Во время Великой Отечественной войны плакатов было создано великое множество. Это было очень удобно, потому что плакаты могли быстро реагировать на меняющийся ход событий. И об этой теме, наверное, можно говорить очень долго. Но я хочу показать вам еще два плаката, которые мне лично очень нравятся и за которыми скрывается очень интересная история. Давайте посмотрим на первый. Он называется «Дойдем до Берлина». Этот плакат нарисовал художник Леонид Голованов. Он его нарисовал в 1944 году. И здесь изображен молодой человек, веселый, радостный, у него открытое улыбающееся лицо. Он натягивает сапоги с тем, чтобы в этих сапогах дойти до самого Берлина и одержать победу в этой трудной войне. На самом деле на этом плакате изображен реальный человек. Его звали Василий Голосов. Но вот только дойти до Берлина этому человеку было в реальной жизни не суждено. Он погиб за год до создания этого плаката. Он был снайпером, лично убил очень большое количество фашистов и погиб во время одного из боев. Но художник увидел его фотографию, и ему так понравилось его открытое русское лицо, что он решил увековечить его на своих плакатах. И он нарисовал его не единожды. Есть еще один плакат, который называется «Красной армии слава». Давайте посмотрим на него. Вы видите, что здесь изображен тот же самый молодой человек, только теперь он стоит на фоне стены, и на ней написано «Дошли». Если вы посмотрите на архивные фотографии советской армии в Берлине, вы увидите, что очень многие солдаты писали на стенах Рейхстага, писали на стенах немецких зданий свои имена, какие-то фразы, выражали свои эмоции. Да? И вот на этом плакате мы видим фразу «Дошли». То есть ему удалось сделать то, к чему он шел долгих 4 года.
Как я сказала, реальному Василию Голосову не суждено было дойти до Берлина, но, наверное, художник исполнил его мечту и мечту миллионов других людей, которые не дожили до Дня Победы. Как вы, наверное, знаете, Советский Союз потерял на этой войне больше людей, чем какая-либо другая страна в мире. Сейчас говорят, что погибло около 27 миллионов человек. И мне кажется, что очень важно помнить этих людей, понимать, за что они отдали свои жизни. И поэтому мне очень хотелось поделиться сегодня с вами этой информацией. И, может быть, если мы посмотрим на эти плакаты, мы немножечко лучше поймем тех людей и осознаем больше тот подвиг, который они все совершили. И, возможно, будем больше ценить нашу с вами жизнь. Вот и все на сегодня. Большое спасибо, что посмотрели это видео. Если вам понравилось, пожалуйста, дайте мне знать лайками и комментариями. Для меня это будет очень-очень ценно. С Днем Победы, друзья!